Всем привет! Меня зовут Юлия Гензина, и вы находитесь на канале, который посвящен интерьерному вязанию. Сегодня у нас с вами видео в полевых условиях. Мы будем смотреть на конкретных примерах, из чего я вяжу предметы для декора интерьера. Именно из чего. То есть я вам покажу на конкретных примерах, какая пряжа и как себя ведет, чтобы вы могли полегче ориентироваться в пряжных магазинах и выбирать ту пряжу с теми свойствами, которые вам действительно подойдут. Сразу небольшой дисклеймер. Я не буду называть конкретные марки пряжи. Я хочу вам дать обзор именно по составу и показать на ощупь, как и какой состав ведет себя в том или ином изделии. Мы рассмотрим как пледы, видите, повесила разные, и еще здесь у меня за спиной разные. Мы рассмотрим еще подушки и шоперы. Ну, косметички я уж не беру, потому что там с шоперами примерно будет одно и то же. Надеюсь, это видео будет вам очень полезно. Кстати, буду рада лайку прямо сейчас. Это поможет другим рукодельницам тоже узнать, какая пряжа им лучше подойдет для пледов, подушек и шоперов. Ну что ж, поехали. Начнем с пледов. Первый вопрос, который вы должны себе задать, прежде чем организовывать проект по вязанию пледа, следующий. Для кого я вяжу? Вы вяжете для себя или в подарок? Давайте рассмотрим самый простой вариант. Вы вяжете в подарок. Что это значит? Это значит, что вы понятия не имеете, как человек будет ухаживать за этим пледом, как у него с аллергией, какие составы он любит. Вы ничего не знаете об этом человеке. Что же делать? В этом случае у меня одна рекомендация. Использовать максимально технологичную пряжу, которая позволит легко ухаживать за этим изделием. Что значит максимально технологичная пряжа? Это пряжа, в которой не будет чистой шерсти или хотя бы ее будет меньше, а будет в основном акрил. Сейчас вы, скорее всего, вскорчили лицо и подумали: акрил? Нет, это синтетика, он будет биться током и вообще противная тряпка. Скажу вам, что качественный акрил, а бывает качественный акрил, наоборот, сделан для того, чтобы полотно было максимально стойким. Оно будет износостойкое, то есть будет переживать легко стирки, будет меньше скатываться и будет меньше терять с годами цвет. Поэтому хороший акрил. Выбирайте хороший акрил, который не будет скрипеть, не будет биться током и будет вам приятным на ощупь. И, конечно, с хорошей круткой. Так вот, выберете ли вы чистый акрил или примесь? Можно взять полушерсть, то есть смесь шерсти с акрилом, например. Но выбирайте так, чтобы шерсти было в этом соотношении меньше, чем акрила. Либо возьмите хлопок с акрилом. Тоже будет хороший выбор. Но учтите, что хлопок чуть тяжелее будет, чем чистый акрил. Первое, с составом определились. Если вы вяжете в подарок, мы не знаем, как человек, что человек выбирает, как он, нет ли у него аллергий, поэтому берем либо акрил, либо смесь акрила, либо с шерстью, либо с хлопком. Почему лучше не брать чистую шерсть, когда вы вяжете в подарок? Потому что у многих аллергия. Человек будет чихать, у него будут слезиться глаза, его будет раздражать колкость полотна, поэтому тут лучше этого избежать. Берем акрил, акрил плюс шерсть или акрил плюс хлопок. Дальше. С этим выяснили составом. С толщиной нити нужно иметь в виду следующее. Чем будет толще нить, тем будет толще крючок, тем будет быстрее вязать. Это понятно. То есть вам, как мастеру, будет очень приятно, комфортно и, главное, быстро. Но на выходе вы можете получить довольно толстое, весомое полотно. Хочет ли человек тяжелый плед или хочет человек невесомый плед? Мы не знаем. Поэтому в таких случаях мы выбираем что-то среднее. Средняя толщина нити при таком подходе где-то 240 метров на 100 грамм. 280 метров на 100 грамм. Это идеально будет и для вас, и в итоге для полотна. Оно будет не таким тяжелым, и вы не будете вечность вязать, потому что если вы берете более тонкую пряжу, это, конечно, скажется на сроках. Давайте теперь рассмотрим на примерах. Все три пледа, которые вы здесь видите, возможно, вы видите, да, вы три пледа видите, все они связаны из чистой акриловой пряжи. Здесь нет никакой примеси. Но эта пряжа толстая, эта пряжа 210 метров в 100 граммах. То есть полотно мы получаем весомое, но при этом из-за того, что это чистый акрил, оно очень приятное на ощупь, эти пледы уже у меня в использовании, не скатываются, хорошо держат цвет, все с ними прекрасно. Но весомое, действительно весомое, при том, что эти пледы, они не двухспальные. Ни вот этот из мотивов не двухспальный, ни вот этот вот оптические ромбы, я думаю, вы помните этот узор,
Это тоже, это все полуторные пледы, но все равно они там килограмма 1,5 весят. Это надо иметь в виду. Помните, что вы можете регулировать размер полотна. Вот этот плед, я думаю, вы его узнаете, я его вязала для книги «Самый родной узор». Он меньше, чем полуторный. Это, как я говорю, мой любимый размер. Тот плед, которым очень хорошо укрываться в кресле или на диване, на который вы забираетесь с ногами. Рассмотрите этот вариант в качестве подарка, потому что как раз если вы не знаете, как человек будет его использовать, будет идеальный вариант. Где-то, я думаю, здесь 1,20 на 70, где-нибудь так. Вдруг окажется, что человек, который получит в подарок этот плед, вдруг он не будет использовать его как покрывало. А в таком варианте он сможет его как раз, он будет у него в ходу, будет прекрасным подарком. Все равно весомый. Пряжа толстая, да, вязала я его очень быстро, но все равно он нелегкий. То есть это не тот вариант, когда накинули и не чувствуете на себе. Все эти пледы из толстой пряжи вы, конечно, будете чувствовать на себе. Вы меня спросите, но все-таки, если я хочу вязать не из чистой шерсти, но так, чтобы полотно было потоньше, какую пряжу мне выбрать? Есть такая пряжа, есть пряжа тоньше, и при этом она чуть пушистая, имитирует немножко такие ангоровые волокна. Вы эту пряжу знаете, она проходит под маркой Амбре. Получаются очень красивые цветовые переходы. Вот о чем я говорю. Тоже, я думаю, узнаете этот плед из книги «Самый родной узор». Эта пряжа позволяет получить не только красивые цветовые переходы, но и очень пластичное полотно. Даже на видео видно, какое оно мягкое, тоненькое, приятное. Такой плед действительно невесомый, но он теплый и очень нежный получается. Но учтите, что пряжа имитирует немножко ангоровое такое или альпаку, может быть, полотно, имеет небольшой пушок, поэтому если, например, вы вдруг вяжете в подарок детям, то это не лучший выбор, потому что вот эти волокна, они будут раздражать кожу. Но для взрослого человека, у которого нету никаких претензий к такому немножко пушистому полотну, такая пряжа будет прекрасным выбором. Хорошо, с этим понятно. А что, если вы вяжете все-таки себе? Когда вы вяжете себе, вы про себя все знаете. Вы знаете, готовы ли вы стирать плед вручную или нет. Вы знаете, как у вас дела обстоят с аллергией на чистую шерсть. И в этом смысле для вас выбор пряжи гораздо больше, гораздо обширней. И тут, конечно, помимо чистого акрила или акрила с хлопком, у нас появляется шерсть. Про себя я могу сказать, что из всей шерсти, которую я пробовала, я выбираю для себя дундугу, но нужно сразу оговориться, потому что пряжа дундуга – пряжа не для слабонервных. Почему? Потому что в ней очень много нюансов. Во-первых, ее нужно подготавливать перед вязанием. Это пряжа из натуральной шерсти, с натуральными красителями и с натуральными опилками в ней. Вы можете встретить в пасме и кусочки дерева, и какие-то остатки непонятно чего от овечек, все что угодно. То есть эту пасму, которая очень красивая, вы должны будете постирать перед вязанием, хотя некоторые стирают после. Тут уж выбор за вами. Я стираю до, потом ее нужно перемотать. В процессе вязания все равно летят какие-нибудь оставшиеся опилки. Но я готова простить этой пряже все за ее чудесные переходы в полотне. Еще раз скажу, что это чистая шерсть. То есть, безусловно, и вязать жарко, и плед получается теплым, и он колючий. Субъективно, конечно, для кого-то больше он колючий, для кого-то меньше колючий, но все равно он колючий. Вот этот плед, вы тоже его знаете, я его вяжу по-прежнему. Вот у меня пряжа от него. Сейчас я вам покажу эту пряжу поближе, насколько я смогу ее дотянуть. Я сейчас вяжу бордюр с грязным молочным цветом и вот таким вот многоцветным мотком. Ну, согласитесь, это стоило того. Но пряжа тонкая, это Дундага 6.1. Она может рваться, она может быть разной толщины. Все это я терплю ради этих чудесных цветовых переходов. Посмотрите только на эту красоту. Но я про себя знаю, что мне под ним тепло, комфортно. Он, конечно, гораздо легче, чем те пледы, которые я вам показывала. Мне не колется, поэтому все в порядке, я буду использовать его прекрасно. Но иногда
когда я вяжу, я начинаю чихать, и у меня начинают чесаться глаза. Поэтому нет-нет, да какие-то аллергические реакции у меня возникают. Представьте, если бы я подарила этот чудесный плед человеку, у которого эти аллергические реакции постоянно. Что бы мне посылал человек мысленно, когда бы им пользовался? Ну, мы можем себе представить. Но если вы понимаете, что для вас это не проблема, что вы готовы пережить мусор в пасме и все такое, то, конечно, дундугу я вам горячо рекомендую. У меня есть еще вариант вязания пледов из полухлопка. То есть я иногда беру хлопок в смеси с акрилом. Эта пряжа мне нравится круткой. Она такая какая-то полуплюшевая, с хорошей круткой, с очень комфортной толщиной. Поэтому, если видите полухлопок, посмотрите. Если вас цветовая палитра устраивает, то тоже можно взять и попробовать его в пледе. Из чистого хлопка не рекомендую вязать пледы, они получаются слишком тяжелые. А вот полухлопок, хлопок с акрилом дает полотну вот эту воздушность, он чуть полегче. Главное, что вязать вообще одно удовольствие, очень приятно. Подытожим. Если вяжете в подарок, берете акрил или полушерсть или полухлопок. Берете комфортную толщину пряжи, не слишком толстую, где-то 240-260 метров на 100 грамм, чтобы получить в меру толстое полотно, чтобы вы вечность не вязали и человек не получил слишком тяжелое полотно. Слишком тонкую пряжу, уже 300 метров в 100 граммах и выше, не берите, потому что вязать будете долго, полотно будет очень тонким, а не факт, что человеку это нужно будет. И не вяжите очень большой размер. Не вяжите двуспальный плед или двуспальное покрывало. Не факт, что человеку нужно покрывало. А вот плед нужен всем. А чтобы укрыть ноги, например, сидя в кресле или на диване, не нужен плед большого размера. Свяжите ему там 120 на 100, как вариант, или 120 на 80, будет прекрасный небольшой пледик, который будет приятно, который будет все время использоваться, и человек будет вас поминать добрым словом. Если вяжете для себя, тут уже не проходите мимо шерсти, безусловно, но надо понимать, чего ради это все делается. Если у вас аллергия, не стоит. Если нет аллергии, выбирайте какие-то классные цветовые решения, которые вам по душе, и тогда действительно эта жертва будет стоить своих усилий. Ну и, конечно, укрываться таким пледом тепло, комфортно. Но акриловые пледы тоже греют. Это же миф, что это какая-то тряпка, которая не греет. Абсолютно все в порядке с ней. Греет так же, как и обычный. Но от шерсти и в процессе вязания, и потом в процессе использования другое совсем ощущение, другой теплоты. Это что касается пледов. Дальше давайте посмотрим на подушки. Есть у меня для вас здесь несколько вариантов. Ну, давайте посмотрим. Вообще для подушек я люблю использовать либо хлопок чистый, либо хлопок с акрилом. Вот, например, я вам говорила про плюшевость. Вот эту подушку, это из курса по Китаю, наш с вами тематический курс. Сейчас я вам попробую приблизить. Может быть, на камере будет видно. Здесь нить, вот я вам сказала, она немножко плюшевая. Вот эта плюшевость, она как раз достигается смесью хлопка с акрилом. Просто хлопок, в нем как будто волокна сами видны. Когда он смешивается с акрилом, нитка получается более воздушная. И вот эта подушка как раз связана из пряжи хлопок с акрилом. Почему для подушек я не люблю использовать шерсть и вообще какую-то ворсистую нить? Ну, понятно, потому что подушку мы используем чаще, мы подушку используем агрессивнее. Мы ее подкладываем под все части тела, под спину. Иногда мы сидим прямо на подушке, под голову. Она скатывается быстрее, чем плед. Поэтому здесь, конечно, шерстяное волокно в составе я бы не рекомендовала. Даже смесь, то есть брать даже полушерсть для подушки я бы не рекомендовала. С хлопком нить более гладкая, скатываться будет медленнее или не будет скатываться вообще. Итак, это у меня хлопок с акрилом. Вот это, кстати, тоже хлопок с акрилом. Все, что я показываю, если вас заинтересует конкретный узор на каком-то из предметов, помните, что обзор либо этого предмета, либо этого узора есть на моих каналах и в YouTube, и в ВК, и в Дзене. Так что вы сможете уже прицельно пойти и посмотреть. В частности, вот эта подушка, которую мы с вами вязали узором зигзаг. Здесь есть и зигзаги, и ромбы. Это тоже мозаика, и, как я говорила, этот узор позволяет имитировать жаккард. То есть позволяет делать эти зигзаги короткими и разноцветными. Тоже хлопок с акрилом. А вот это чистый хлопок. Эта подушка сильно уже была в использовании. Она уже, видите, такая приплюснутая по сравнению с этой.
Всегда говорю, во-первых, берите внутрь подушки, которые будут чуть больше, чем сама наволочка, ну, точнее, наволочку вяжите просто чуть меньше, чем сама внутренняя подушка. Это вас убережет от быстрого превращения подушки в блин, она будет более натянутая. Ну и, в принципе, я использую внутренние подушки икеевские. Лучше, конечно, использовать те, которые дольше держат форму. Что уж тут говорить. Ну, вот это конкретный пример. Мы очень пользуемся этой подушкой, мы на ней делаем все. Вот она немножко уже такая. Но дело не в этом. Это чистый хлопок, и здесь, ну, не думаю, что будет видно, но, в общем, здесь более гладкая нить и не такая объемная, не такая пушистая, не такой объемный узор. Но здесь я взяла еще и сам хлопок потоньше, потому что мне хотелось, чтобы на вот этом пространстве 35 на 35 узор максимально уместился, чтобы его было много-много вот этих мелких деталей. А вот вам пример вязания из акриловой пряжи. И вот у нее вот этот шерстяной эффект есть. И она такая уже, видите, она на стадии скатывания. Вот-вот у нее уже катушки появятся. Но уж очень мне понравился этот многоцветный клубок, и для книги «Самый родной узор» мне захотелось вам продемонстрировать эту многоцветную пряжу во всей ее красе, показать, как расходится красивый рисунок. Ну вот да, она у меня такая пушистая, скоро начнет скатываться, но тоже есть машинки от катышков, можно обрабатывать периодически, и будет все прекрасно. Не рекомендую пушистую пряжу, рекомендую гладкую пряжу для подушек. Теперь давайте перейдем к шоперам и косметичкам. Я вам могу показать два готовых шопера, которыми я пользуюсь. И этот вы знаете по книге «Самый родной узор», и этот вы знаете, мы с вами вместе вязали его тем же узором зигзаг. Главное опасение какое? Я свяжу шопер, и он будет тяжелый и неподъемный. Конечно, если сравнивать с обычным шопером, вот у меня обычный хлопковый шопер, конечно, легче. Ну, здесь у меня два, но неважно. Понятное дело, что обычный шопер легче, потому что в каждом из этих такой же хлопковый и плюс еще обвязка. Но выбирайте пряжу, которая не придаст ему слишком веса, и будет все прекрасно. Какая пряжа? Здесь у меня чистый хлопок, здесь у меня хлопок с акрилом. Тоже здесь более объемная нить. Здесь она и потоньше, и такая более строгая, более четкая нить, без всякого объема. Весят они плюс-минус одинаково. Один хрен, честное слово. Ну, может быть, вот это чуть полегче. Тут сама нить просто потоньше. Так одно и то же. Тут не могу вам четко сказать, что мне больше нравится, чистый хлопок или хлопок с акрилом. Пробуйте и так, и так. Выбирайте то, что вам нравится. Здесь нить просто потолще вязать было побыстрее, здесь нить потоньше вязать было помедленнее. Все равно относитесь к такому шоперу как к интересному аксессуару. Понятное дело, он будет чуть тяжелее, чем ваш обычный шопер. Но это так приятно ходить с такой классной сумкой, которую вы сами сделали, с интересными узорами. Пусть вы в нее, картошку вы в ней, наверное, не будете носить, но выйти куда-то в город на прогулку с подругой, положить туда кошелек, телефон и книжку – прекрасно. Будет стильно, красиво, тем более, что это обычная круговая мозаика, узоров куча. Помните, что у меня есть подборки с узорами для кругового вязания. Выбирайте и вяжите из той пряжи и теми цветами, которые вы хотели. Кстати, это отличное решение для использования остатков. Безусловно. Помните главное правило, если у вас много остатков, выберите тот цвет, который у вас больше всего, пусть он будет держать на себе всю эту цветовую конструкцию. Вот здесь, например, у меня больше всего белого, здесь больше элементарно этих белых полос, и из-за этого буйство цвета этим белым цветом собирается вместе, и получается единая гармоничная картина. Не берите шерсть, потому что пушистость нам тут совершенно не нужна. Ну, а дальше все в ваших руках. Да, еще важный момент. Вот увидела эту подушку и сразу вспомнила. Когда выбираете пряжу, смотрите на ее крутку. Если крутка слабая, если пряжа расслаивается, то вязать будет не в удовольствие. Вот эту подушку, когда я вижу, я сразу вспоминала, как тяжело мне было ее вязать. Не только из-за рисунка. Это рисунок, это вязание из центра, рисунок несимметричный относительно секторов. Вязать было сложно, из-за этого медленно я ее вязала. Но плюс ко всему, это еще тонкий хлопок, который расслаивался
И это, конечно, не добавляло приятных ощущений. Поэтому, выбирая пряжу, смотрите не только на ее состав, не только на цвета, но и на крутку, насколько вам удобно будет с крючком ее захватывать. Видите рассыпающиеся волокна? Не берите. Ну что ж, чуть понятнее вам стало? Надеюсь, что да. Главное, чтобы вязание вам приносило удовольствие. Главное, чтобы вы получили в итоге то, что хотели. Выбор пряжи огромен. Смотрите, еще раз подытоживая, на состав пряжи, на крутку нити, на ее толщину и, конечно, на цветовую палитру. Потому что, скорее всего, вам захочется заменять цвета, вам захочется играть контрастом, вам захочется иметь переливы, и это все позволяет делать палитра выбранной вами пряжи. Ну и помним про остатки. Набирается необходимое количество остатков, их тоже можно пускать в ход. Там главное соблюсти простое правило. Ищем примерно одинаковые по толщине. Как я говорила ранее, если одного цвета какого-то больше, то он будет у нас на фоне держать все это полотно. Как обычно, буду рада вашим комментариям. Пишите, что вы думаете о том, что сегодня увидели, какая пряжа по составу ваша любимая и самая ходовая. Я думаю, что вы мне, конечно, скажете про карачаевскую пряжу, но да, безусловно, карачаевская пряжа, она отвечает одному из ключевых наших запросов – цена. Конечно, карачаевская пряжа самая бюджетная цена, ну и у нее есть свои плюсы и минусы, безусловно. В любом случае, напишите, какой состав вы предпочитаете для пледов, для подушек и для аксессуаров. Сравним наши с вами вкусы. У вас, возможно, будут свои аргументы. Безусловно, это вещь очень субъективная, но мне хотелось немножко облегчить вам задачу, если особенно вы в начале пути и раздумываете о том, какую пряжу подобрать для вашего пледа, подушки или шопера или косметички. И теперь, надеюсь, эта задача станет чуть проще решаться. Как всегда, желаю вам приятного вязания, будьте здоровы, поставьте лайк, если понравилось. Пока-пока.